Всем привет, ребята! Вы на канале Mark Channel. Мы сегодня начинаем проходить 4-й Silent Hill. Собственно, я его до конца не проходил. Это было еще где-то в подростковом возрасте. Я прошел где-то пол игры, потом забросил. Собственно, решил добить, почему бы нет. Давайте, поехали. Конами, всех дел. Данная игра содержит сцены насилия и жестокости. Ну, кто бы сомневался. Играем на эмуляторе PlayStation 2. На компе версию что-то я так и не нашел. Она, как правило, не запускается просто, либо узкоформатный экран, то есть 4:3. 16:9 почему-то не сделать. Ладно. 4-я часть у нас отличается, в принципе, как и визуально, так и другими моментами, там инвентарь другой и все такое. Некоторые враги даже не убиваются. Немножко переделали разрабы. Переделали немножко все. Скажем так, да. Чувака он нахрена задавил. А, это привидение, да. От привидения в игре не убить. Их можно только оглушить. Надеюсь, за музло не предъявят авторские права. Но странно, но даже в первых 3 частях особо не предъявляли. Посмотрим, что будет в этой. Возможно, придется даже вырезать фрагмент. Это у нас главный антагонист. Silent Hill 4 The Room. Вот такой вот трейлер вступительной игры. Ладно, поехали. Так, давай смотрим по настройкам у нас что. Чуть потише. Так, где-то на серединку. Подожди, стой. Субтитры включим. На всякий случай. Да, можно и вибрацию включить. Будет прикольно. Стоять. Вот так. Потише. Все. Сохраняем изменения и погнали. Нормально. Я вот не помню там насчет головоломок. По-моему, есть какие-то, но они не чаще встречаются, чем 2 года назад Генри Тауншет переехал в квартиру 302 жилого дома South Ashfield Heights в небольшом городке Эшфилд. Генри был счастлив и наслаждался своей новой жизнью. Но 5 дней назад случилось нечто странное. Каждую ночь ему снился один и тот же сон. И еще. Он не мог выйти из квартиры 302. Вот опять же, добавили новую механику в игре, то что местами ты играешь от 1-го лица. По крайней мере, когда ты находишься в своей квартире. Такого в серии как бы до этого еще не было. Так, вот он очухался. Угу. Так, просто
попривыкнуть к управлению. Орёт. Что-то можно посмотреть. Вот это, допустим. Что с этой квартирой? Ну да, что-то все. Стенки какие-то ржавые. Выходим. Так, у нас получается, с одной комнаты ты выходишь, можно зайти только в толчок. Угу. Дверь. Вот эта дверь будет потом замурована. Она вся в крови и ржавчине. Хорошо. Телевизор работает. Он, собственно, наша фотка. Все какое-то абраганское. Башка чувака. Ну давай зайдем посмотрим. Жуть, похоже на лицо. Ну да. Такое не каждый день увидишь. Это моя квартира. Ну что, черт возьми, с ней случилось? Давай к ящику подойдем. Так. Тут, я думаю, в самом начале немного будет. Это квартира. Это действительно моя квартира. Не факт. Она в ужасном состоянии. Воздух такой тяжелый, аж голова болит. Ну, тут пока, по-моему, ничего особо не сделаешь. Пойдем тогда. А нет. Что-то произошло. Тут Остапа понесло. А вот с таких вот, по-моему, этих, да, луж вылезает привидение. Беги, дура, беги. Я бы не смотрел, если на меня какой-то урод начал вылезать из стены, как бы. Я бы пытался свалить, я не знаю. Взял бы в руки стол и начал тупо отбиваться, как бы. Ну, что-нибудь в этом роде. Он тупо пока пялит на него. Жесть. Ну, в принципе, как девица глючила в третьей части. Сначала там нужно было по альтернативному миру побегать, а потом проснуться. Сигуру, Мирок, такой-то там чувак. Кацуки Ивакура. В общем, все наши ребята. Стас, Дюша, Метелкин. Вот, наверное, не пропустить, да? Нет, можно. Смысл смотреть титры. Это будет даже в конце написано. Так, а он очухивается, собственно, в обычном уже мире. Уже ничего не ржавое. О боже. What a dream. Ну и сон. Ну да, не из приятных сновидений. Теперь уже ничего не ржавое. Хорошо. Знаете, с телефоном какая-то, я помню, будет замута. Но, видимо, не сейчас. Нет. Какая-то катсцена даже. Какая музяка зловещая. Все еще не работает. Телефон не пашет. Снится всякая дичь. И грязные штанишки. Алло, блин. Алло. Hello? Help me. Помогите мне. Что? А трубочка-то обрезана. Cord's cut. Шнур обрезан. 7 дней. Ну там ты очень похож был, голос такой противный.
Картина. Давай на картину позырим. Это фото церкви, на которую я случайно наткнулся, когда посещал Silent Hill. Почему-то мне она очень понравилась, поэтому я сделал снимок. Ну, такое себе. Я бы размазанные такие снимки бы не стал вешать на стенку. Фото члена здоровенного. Это делдак на природе, короче. Это фото маяка возле озера Silent Hill. Чувствуется, что город немного скучноват для туризма, но это отличное место для отдыха и исцеления, исцеления души. Вы серьезно? Я бы так не назвал. Так что там можно исцеляться. Кстати, вот, тёлка. По-моему, мы с ней будем встречаться в самой первой, ну, как локации. Позырим. И она, типа, спускается в метро. Это я фишку помню. Потягушки кого-то, типа, а-ля ждет, либо просто болтается. Кстати, возможно, она проститутка. Походон у нее такой странный. Я думаю, она про шманде. Но об этом история умалчивает, поэтому все, я насмотрелся. Больше, в принципе, там ничего нового не покажут. Можно вот позырить с окна. Там кто-то дрочит, я смотрю. Прямо. Ну, без бинокля, но все равно. Какой-то анонист, чертов, закрался. Все, в принципе, тут делать больше нечего. Выходим. Получается, когда ты выходишь из своей спальни, у тебя сразу же в рожу тычется этот, как его, твой туалет. Через туалет мы будем через дырку пробираться в разные локации. Это странная пижня, но, по крайней мере, это тут так сделано. Здесь у нас кладовка. Кстати, в кладовке тоже какой-то замес будет. Ну, типа, что-то взять. Здесь лежат инструменты и еще какие-то вещи. Хорошо. Это тоже зловещая довольно-таки кладовочка. В данный момент тут нет ничего интересного. В данный момент, подчеркиваю, да? Уходим. Когда он будет туда-сюда шастать, как бы вот, каждую фигню надо будет осматривать. 5 дней тому назад, тогда мне впервые приснился кошмар. С тех пор я не могу выбраться из своей квартиры. Ну, тут все в замках. Телефон не работает, телевизор не работает. Даже когда я кричу, никто не слышит. Вся окружающая меня реальность вдруг сошла с ума. Дверь закована цепями, окна наглухо закрыты. И помимо всего прочего, кто-то заковал дверь изнутри. Как бы мне выбраться отсюда? Не выходи, Уолтер. What the hell? Что за черт? What's going on here? Что здесь происходит? Это моя соседка, Айлин Галвин. Кстати, мы за ней тоже будем подглядывать, как трусанюхи. Oh man. О боже. Hope my luck changes. Надеюсь, before the невезение закончится к началу вечеринки. На руке, на стене руки 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. 15 рук. По-моему, они там будут по количеству убийств, жертв, там что-то и больше будет становиться. На это надо тоже обращать внимание. Тапоньки. Мои ботинки. Сейчас мне не нужно переобуваться. Я вот что думаю. То, что заковали его, чтобы он не вышел, или наоборот, чтобы он кто-нибудь не зашел. Это тоже какая-то одна из теорий, скажем так. Что это? Блин, записка что? Мама, почему ты не просыпаешься? Это какой-то малой. Я положил первое письмо в свою записную книжку. Малой какой-то писал. Так, там что-то из шкафа торчит. Но это. Сейчас мы тут все смотрим. Ага. Бутыль. Здесь есть шоколадное молоко. Да, берем. Взял шоколадное молоко. Короче, это хилы у нас. Молоко со вкусом шоколада. Очень сладкое. Было дома в холодильнике. Ну, понятно. И белое вино. Взять бутылку белого вина. Взял бутылку. Бутылка белого вина из холодильника. Она разобьется, если я буду использовать ее в качестве оружия. Но в принципе, почему бы из нее не сделать розочку, то же самое. И потом всех пырять куда-нибудь в бочину. Неприятелей.
Вот это можно смотреть. Да? Нет, ни хрена не можно. Ладно, дальше. Все по порядку. Это моя детская фотография и выпускное школьное фото. Шоколадное. Так, вот здесь, нет? Ничего такого. Вот здесь рожа была. Это я помню. Вот сундук. Вот в этом сундуке, короче, есть какой-то у нас инвентарь. В этот ящик можно много всего положить. Тоже вот одна из примечательных черт 4-го Silent Hill. Можно складывать вещи в сундук. Они у тебя не будут в твоем инвентаре с тобой всегда, как бы. Не взял какую-то тему, блять, будь добр вернуться. Бутылка белого вина, да-да-да-да. Берем. Это ставим. Угу. Что-то долбануло в сортире. Но я туда специально не заходил. Что это было? Что это было? Вот, это сила. Так, давай сейчас здесь мы сохранимся, чтобы это все дело потом 1000 раз не пересматривать, если что. Электричество отключено, так что даже если я нажму на кнопку, ничего не произойдет. Окей, шеф. Вот это что такое? Похоже, это часть какой-то книги. Боже, она выглядит так, будто написана много лет назад. Ну, благодаря ритуалу святого Успения он сотворил мир. Он существует в пространстве, отделенном от нашего мира Господа. Точнее, он внутри, но тем не менее вне мира Господнего. В отличие от мира нашего Господа, этот мир находится в потоке постоянных изменений. Неожиданные двери или стены, движущиеся полы, странные существа, мир, которым только он может управлять. Все, кого поглотит этот мир, будут жить там вечно, бессмертными. Они будут обитать в этой реальности как духи. Как может наш Господь простить такую мерзость? Эта часть книги слишком повреждена, ничего не прочесть. В этом мире важно путешествовать налегке. Тот, кто несет слишком тяжелую ношу, пожалеет об этом. Это о том, что, наверное, говорится, что надо типа порожняком в дырки в эти залазить, чтобы в другие реальности попадать. Ну, не знаю, надо посмотреть, короче, поточнее. Сохранение. Давай. Как это сохранение невозможно? Все возможно. Кстати, в 3-й части чуть побыстрее сохранения проходили. Тут, видимо, побольше объема информации. Ладно, полезли, короче. Полезли в сортир. А там оттуда ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Что за черт? Ну, по идее, там должна быть дыра к соседям. Там мужик гадит. Там кто-нибудь есть? Оттуда. Да нет тут никого. Интересно, смогу ли я выбраться этим путем? Ну, логично. В принципе, можно просто разбить окошки, как бы. Почему он не разбивает окно и не выходит оттуда? Ну, как бы. Позвать на помощь там. Ну, блин, вылезти к соседям куда-нибудь, спуститься, связать простынь, наконец. Обязательно нужно ждать, пока у тебя в стенке дыра в никуда образуется. Странные корня. Ну ладно, водопроводная труба лопнула. Потянуть засвечающую часть, да. Я взял стальную трубу. Первое оружие наше. Ну, кстати, каноничное для Silent Hill. Стальная труба, оружие, водопроводная труба длиной 3 фунта. Не очень мощная, но простая в обращении. Все, полезли. Полезли в дыру. И причем он потом эту дырку своими ладонями, как в фильме «Побег из Шоушенка», он ее раздраконит своей туловкой, короче, и дыра будет расти, там, образовываться вокруг нее какие-то письмена, там, туда-сюда. Так, а во время когда мы лезем, я теперь управляю, да? То есть, если я ничего не жму, просто пялим в дырку. Они могли бы сделать это просто загрузкой между локациями. Ну, как бы автоматический пролаз через отверстие. Ну ладно.
Хоть так. Ну, это как во второй части. Плывешь на лодке, просто, блин, нажав вперед, как бы, и все. Лучше, я думаю, такие вещи делать автоматически. Так, это получается у нас альтернативный мир в метро. Хотя на метро это не очень похоже, слишком много труб какими-то вентилями, задвижками, гофрированными трубами. По идее, такого в метро не должно быть. Но эскалатор присущий для сетейной локации. У всех, видимо, разное понятие о метро. Какого черта? Дурак, главное вон туда не попасть, где эти штуки крутятся, ступеньки, потому что я помню в детстве у меня однажды так ботинок заживало, и потом пришлось куда-то спускаться, помню, чтобы ботинок свой достать оттуда. Так, как он бегать умеет? Угу. Это карта. Стой. Карта стандартная, как и... Блять. Нет. Карта у нас как открывается? Понятно. Стойка. Удары. Повернулся. Хорошо. Карте. Еще раз на треугольник. Я понял. Кстати, тут уже карта у тебя есть в наличии. Не надо ее искать по стенкам и так далее. Так, вот как он бегать? Ага, все. Уже лучше. Кстати, довольно шустрее он бегает, нежели предыдущие участники. Скажем так, первых 3 частей. Они до этого гораздо дольше перемещались. Кстати, вон это проститушен. Давай-ка мы сюда заглянем. Тут наверняка все закрыто. Но дверь надо закрыть. Понятно. И тут, естественно. Этот чувачок довольно шустрее перебирается, как бы это спасибо разрабам, как бы то, что избавили от длительных хождений. Who are you? Ты кто? What's your name? Как тебя зовут? Кстати, если что, я играю на геймпаде. Henry. Генри, а тебя? А? This is my Это мой dream, сон. and you don't А even ты know даже my не name. знаешь моего имени? It's Cynthia. Синтия, Your твой dream. сон? That's right. Ну да, это всего лишь This сон, is just причем a очень dream. страшный. And a really terrible one too. I hope I wake up soon. Надеюсь, я скоро проснусь. So you think this is a dream? Так ты huh? думаешь, что это сон, да? Well, if it's not. Ну, a если dream, это не сон, what тогда is что же? В любом случае, я хочу it? выбраться I wanna get отсюда, out но of не могу here, найти but выход. I can't find the exit. Say, Слушай, will you help me find ты it? поможешь мне его найти? I'm kinda scared. Одной мне all немного alone. страшновато. I'll do А a позже я сделаю тебе special favor особое одолжение. for you later. It's just a dream. So Это I просто might сон, as well так have что some можно fun. и повеселиться. Во сне дать. Ну что ж, чему бы нет? Так. Это подгрузочки, что ли, я не знаю. Баба нас, по идее, должна куда-то везти, да? Или просто идет она с нами? С нами? Да, только очень вальяжно. Но мы ее ждать, наверное, не будем. Когда-нибудь она придет к консенсусу. Туалет, типа Wait a minute. сортир. Погоди-ка. Что, животик скрутило? I think I'm gonna puke. Кажется, мне сейчас тошнит. Нехер с пола жрать всякую хуйню. Чище руки, тверже кал.
какие-то проблемы были, по-моему... А, ну, блин, в третьей части это было, ёп. У них тоже постоянно живот крутит. Какие-то кишечные всякие палочки. Да. Зловещая дверь открывается. Я не знаю, я бы хотя бы позвал ее. Кстати, она, подожди, она же женский ушла. Ах ты, сука. Вот она что. Первая собачатина. Кстати, они похожи на собак из третьей части. Только у них, по-моему, язык по полу не волочился. Я попробуем боевку, насколько это удобно. Ну, естественно, это неудобно. Они как-то через язык пьют кровь. Собаки прям стоят и смотрят, ждут, короче. Давид. Не, ну слушай, относительно второй части и первой точно как бы поудобнее их мочить. Как-то персонаж пошустрее начал действовать. Да, стой. Окей. Заходим. Там ничего. Какая-то палочка упала, прям деревянный стук. Похоже, там никого нету. Вот здесь никого нет, ну да. Боевка, по-моему, все-таки чуть-чуть приятнее, чем в предыдущих частях. И управление они немножко пересмотрели. То есть сам персонаж удобнее двигаться стал. Молодцы. Прям это радует. Не думаю, что там кто-нибудь есть. Угу. Опять дыра. Заходим. Куда эта безумная дыра может привести? Влезть в дыру, да? Хотя можно было бы там рядышком что-нибудь посмотреть возле туалета. Вдруг все валяется полезно. Это хрустит вентилятор? Я бы под такой шум, наверное, вряд ли бы уснул. Так, он опять в шоке, короче, проснулся. Что? Другой сон? Another dream. But it Но он seems so казался real. таким реальным. Or could it be? Или это могло быть... Was I really Я на самом деле был во сне той inside that женщины? woman's dream? Да глаза такие Ah, that's упоротые just вообще. stupid. Ой, это просто глупо. О чем я вообще думаю? Про сон другой бабы, это нормально. Ему обещали там дать, во-первых. Типа, эротический сон прервался с собаками. Убийство собак. Печально, конечно, то, что чуваку не дали, но что делать? Так, смотрим. Кто-то занимается какой-то херней. Это типа нога на ноге у нее. Опять дрочилка. Кто-то там рукой машет. Метро. Опять, ну, ничего не изменилось, короче. Хорошо. В некоторых местах тут именно... Тут полно всякой всячины, но нет ничего особого интересного. В некоторых местах тут надо подходить конкретно и пырить прямо на все предметы, на которыми раньше ты взаимодействовал, но, возможно, что-то изменилось. И поэтому сработает кат-сцена, и тогда дальше уже погнали. Так, ну, в сортир мы в последнюю очередь будем заходить. Здесь пока без изменений. Ну, тут, по-моему, тоже. Ну, вряд ли что-то в холодильнике изменится.
Но я, как истинный мужчина, должен открыть холодильник, тупо в него посмотреть и закрыть его обратно. Даже оттуда не обязательно что-то брать. Эта мебель была здесь, когда я въехал. Странно. Кто-то ее сдвинул. Поддвинуть, да? Давай. Перестановочка. Кто мог это сделать? Пистолет положить. Действительно. Кто бы мог дать нам ствол? Там, кстати, что-то написано на стене, по-моему. На полу лежит пистолет. Взять, конечно. Конечно. Пистолет, оружие. Простой в обращении, но не очень убойный пистолет. Но труба, короче говоря, будет чаще применяться. Это точно могу сказать. Так. Здесь вырезано сообщение. Похоже, его вырезали ножом для колки льда или чем-то подобным. Слабая надежда, что у меня была, постепенно переходит в отчаяние. Как-то мне удалось проковырять отверстие, но больше у меня ничего не выходит. Прихожая, окна, стены. Возникает ощущение, что квартира застряла в другом измерении. Айлен даже и не заметила. Айлен — это соседка. Будем сейчас за ней подглядывать. Это отверстие, если я не ошибаюсь, как раз вот в комнату вот этой Айлен соседки. Оттуда членка. Просто бум в глаз. Постоянно она будет тут чем-то заниматься. Кстати, я видел такую тему. Put that damn broom. Куда я дела? Это чертово что? Ладно. There it is. Вот он. Швабру он искал. Наш метлу. Кстати, зайчик. Зайчик с 3-й части сидит аккуратненько на кроватке. Таких зайцев в 3-й части было полно. Я видел еще то, что разрабы прописывали, что эта баба, Айлен соседка, вот здесь как раз возле кровати может раздеваться до лифона или до гола, точно я не помню, по-моему, до лифона. И какие-то там еще действия она делает. Но потом они решили это дело вырезать и убрали вообще в целом какую-то обнаженку и так далее. Но, видимо, фишка была в рейтинге, может быть, типа PG там 13 оставить решили. Или сколько там, 16. Хотя игра довольно-таки со сценами насилия жесткими. Ладно, странно, несколько дней назад мои телевизоры, видимо, магнитофон перестали работать с тех пор, как у меня начались эти кошмары. Хорошо. Ну давай, короче говоря, сохранимся. Хотя можно в окошко попырить еще. Отсюда вот мне видно получше метро, по-моему, да? Вот. Вон там кто-то дрочит на 1-м этаже. В белой рубашке. Ладно, ой. Ничего не меняется, заглянем в глазок и на сохранение. Замков сколько? Ну, пока ничего не изменилось. Тут иногда прям необходимо заглядывать в определенные места, потому что сцена не сработала, и значит дальше не пойдешь по сюжету. Поэтому все уголки осматриваем. Я вот не обратил внимания еще. Полоска, кстати, полоска здоровья начала отображаться. Тут пока я еще не обратил внимания, но она есть, она будет, это я точно помню. То, что полоска здоровья у героя отображается теперь в верхнем углу экрана. Кстати, из дырки какие-то голоса начали доноситься. То есть... Теперь не надо перелезать самостоятельно. Ты уже автоматом летишь, хорошо? Угу. То есть, в принципе, я очнулся опять там же. Но уже с пистолетом в руке. Хорошо. Дальше пошли. Вот, полоска здоровья. И сила удара. То есть, ты можешь теперь с замахом бить. На всю катушку. Прям вот так вот. С сильными подачами. Раньше такого не было. Кто-то
вроде кто-то там шоркает или что-то такое. Так, тут вообще, да? Нет, пройти можно. Какой-то путеводитель по станции. Текст полностью смазан, абсолютно бесполезен. О, собаки. Не вижу. Не вижу псину. Блядь, вот он. Опять грызанул. Это таксофон, но он сломан. Остальные, ну, вряд ли, да, работают. Все. Короче, я, получается, по кругу прошел. Как-то можно туда пройти, но сначала вот здесь вот мы осмотрим. Вообще ничего полезного. Так, я сюда уже подходил? Нет. Это вход на линию Кинг-стрит. Хорошо. Это выход с линии Кинг-стрит. Ну, явно мне по прямой. Еще собака где-то шароебится. Даже две. Одна вообще легла. Сука. Грызут. Прибор. Не успел я вторую долбануть. Добиваем обязательно. Слушай, на первых собак удобнее было, короче, обходить. Дверь закрыта. Ну, тут два варианта. Либо ствол применять. Патроны. Патроны, кстати, для пистолета всегда красные. И все, да, тупик. Он бы здесь мог бы выбраться наружу. Здоровье, по-моему, восстанавливается, когда ты у себя в комнате находишься. Никак иначе. Не знаю, хватит ли мне. Здесь бы я мог выбраться на улицу, но это тупик. Так, а стой, а почему? Да, иди тогда. Здесь я был. Туда никак. Тут тоже закрыто. Может, эту хрень надо полупить? Она меньше двигаться начала, кстати, когда я выключил. Может, ей надо туда спрятаться куда-то, чтобы я пролез? Давай еще раз. Здесь закрыто. Нет. Ну и что побьем? Это как-то ничего не меняется.
Тоже нет. Здесь особо выходов, каких-то входов я других не вижу. Закрыто. Давай вернемся к проходу туда, может быть. Саксофоны, блин, какие-нибудь заработали. Здесь ни дверей, ничего такого нету. Ломота. Вот выход. Такая фигня. Выход. Что-то как-то пока странно все. Может быть, что-то с этой кишкой надо делать? Это же, блин, Silent Hill, тут вообще возможно все что угодно. Логике некоторые вещи могут вообще не поддаваться. Да? Вот на Лене он что-то про жетон долбанул. Где там твое сообщение про жетон? Хрена тут нет. Слушай, ну как вариант можно попробовать вернуться назад. Вот сюда, допустим. Тут дырка. Кстати, второй раз это звук. По-любому что-то должно произойти. Никого. Ну хотя бы ты можешь быстренько уже оббежать локацию. Рад. И они, кстати, вот менее коридорообразные. Кстати, вот, да, тут еще две двери. Нет. Пошустрее, короче говоря, действие начало происходить. Вообще в целом относительно серии. Первые три части какие-то вот более замедленные в этом плане. Понятно? Ну, естественно. Так, ну я не знаю, еще как вариант можно попробовать пострелять как бы в эту кишку, либо вернуться обратно в дом. Но поможет ли это стрельба? В сортирах пусто, собак больше нету. Два выхода и кишка, блин. Точнее, даже выходами-то их не назвать. Это все завалено. По-любому это тупик. Очень не хочется патроны тратить. Так она протекает медленно. Блин, да. Стой. Тын-тын-тын. Ну так и все, тут больше ничего такого нету. Тонус слайд, офис. Слушай, может быть там в офис как вернуться? Вдруг там в офисе что-то есть? Там турникеты офиса, они как-то отмечены. Может быть там вход или что-то в этом роде? Нет. Дверей тут нету никаких. Удивительная пижня.
Как бы туда пробраться? Вниз надо, по идее. Ниже на этаж. Входы, выходы, пароли, явки. И случае не хочется, блин, патроны тратить на эту кишку. Просто, может быть, дело-то не в этом. Вообще не в ней, как бы. Он в нее не целится. Нет. Не в ней дело вообще. Хренная, бесполезная какая-то пижня. Странная загадка. Давай попробуем еще раз залезть домой. Заодно здоровье восстановим. Надеюсь, враги не зареспаунятся. Не хотелось бы опять с ними мочиться. Так, где у нас отверстие? Во второй комнате. Вот тут. Попробуем. Вдруг что-нибудь там изменилось. Слушай, а может быть есть вариант выложить все из инвентаря? Только трубу вот. Опа. Это новенькое. Where did you go? Куда ты делся? Hurry! Save Скорее, me! спаси меня. If you need a token, Если тебе there's нужен one жетон, here. здесь есть. То есть, о чем я не говорил, в любом случае надо было вернуться домой, короче говоря. Поэтому мы сейчас просто чуть-чуть восстанавливаем здоровье. Ощущение, как будто кто-то копает. Ну хорошо, хоть все патроны не угваздал. Просто так. Бесполезно. Пока, короче, пошарохаемся тут. Пока у нас этот... А глазок можно посмотреть? Вот, тетка. Все? Тут ничего не показывает? Ладно. Все, короче, здоровье восстановлено. Поэтому давай. Погнали. Обратно в дорогу. То есть обязательно нужно было вернуться домой, чтобы тетка позвонила и сообщила то, что у нее есть жетон. По идее, она сейчас должна где-то появиться, и мы в нее берем жетон и спускаемся на... Ну, ниже, в метро, на этажи. На 1 или на 2. О, здрасте. Это какой-то манекен, в его руке жетон. Конечно, взять. Я взял жетон на линию Линч-стрит. Проездной жетон на линию метро Линч-стрит можно использовать неоднократно. Хорошо. Ну, будем надеяться, что вражины не зареспаунились. Нет, они зареспаунились. Опять псина. Псина где-то рядом. А нет, смотри, отлично. Это очень радует. Так, нужно здесь как-то применять. Нет. Ну, это выход, все.
как? Как жетон-то применить? Вот здесь он мне где-то писал про жетон. Ну, выход. Сюда куда-то? Нет. С другой стороны их надо... Куда его? Куда его пихать? Слушай, а может быть она должна лампочка загореться? Так, тут лампочек никаких не горит. Давай с другой стороны обойдем. Тут тоже ничего. Так, а с той стороны я, получается, прибежал, да? Куда-то надо вот запихивать. В очевидные, по идее, для жетонов ячейки. Но тут их только две. Выход. Я понимаю, что это выход. Дайте им воспользоваться-то. Пауза нет. Это просто описывает предмет. Хорошо. Как его применить-то? Вы с меня доведете, блин. Вот он где-то тут про жетон мне что-то ляпнул. Потом больше отказался об этом говорить. Вот это решетки обычные. Сюда-то как попасть? Вот у меня это стоит на жетоне. Стой. Инвентарь. Я использовал жетон. Блин, короче. Надо им... Я понял, как инвентарем хотя бы пользоваться. Довольно-таки через жопу сделано. А выйти как-то можно? Если я через другую выйду, я не могу использовать это здесь. Короче, выход у нас только один. Да. Он не может это использовать. Выход один. Хорошо. Я хотя бы убедился. Так, вон какая-то дверь. Давай сюда, заглянем. Дверь наглухо закрыта, хорошо. Это мы спускаемся на второй этаж метро. Привиденьки. Кстати, вот это самые нудные, наверное, враги в игре. Потому что тупо их не убить, они доставучие. Их лучше вот так вот оббегать. Ай-яй-яй. Да, что такие шустрые-то, ребята? Я не вижу, куда бегу. Патроны. Я вот вижу патроны. Проход завален хламом. А, ну то что, типа с другой стороны? Не дают нормально рассмотреть, что там вообще происходит. Это еще ниже на этаж. Блин, я бы вернулся. Точно патроны не взять? Вот они там, да, за этими, короче, прячутся. До свидули. Ну, тут спуск только один получается. Вот сюда. Кто-то выйдет. Вытащи меня отсюда. А кто-то идет, вытащи меня отсюда. Пожалуйста, помоги. Я поможем. Погоди. Сейчас мы тебя вытащим.
Не переживай, дамочка. А мы только все бежим. Все посмотрим. Так, ну вот здесь можно тыкнуться. Дверь заперта. Хорошо. Рано. Надо выйти. Вот здесь надо еще порыться. Мы, получается, к ней побежим через весь через весь вагон. Но сначала 18. Странный торговый автомат. На нем написано $1. Я могу тут применить? Нет, не может. Камера. Все нормально, тетя. Дверь закрыта. Тут не спрыгнуть. Зайти никак. Все, это значит просто топим в самый низ, в самый конец. Сейчас поможем. Они уже внутри, короче. Эй, что не открывается? В обраточку. Нет, подожди. Дверь же должна открываться. Здесь есть кнопка. Нажать. Двери вагона открылись. Они открылись, короче, не тут. Причем теперь все вагоны проверять? А, вон тетя. Тетя, здрасте. Тут не пройти. Здесь никак. Сюда выходим. Нет. Здесь тоже тупик. Тоже тупик. Дверь закрыта. И тут никак. Ну что, получается, с ней надо вернуться? Главное на привидения не напороться. В узких коридорах они житья нормально не дадут. Жития, бытия. Так, мы на улице опять. Может быть, с ней надо вернуться? Подожди. Тетя? Нет. Ну погнали, значит. Это ее там лупят? Нет. По идее, она должна всегда за мной находиться, да, куда бы я ни это. Не знаю, может быть, мне даже и на первый этаж. Давай-ка здесь мы все осмотрим. Ничего не меняется. Ну, пока их только двое, как бы. Пока двое привидений, можно еще нормально слинять от них. Но они тусуются только на втором этаже, да? Так, применяем. Это я понял, что выход. Выходит. А ну ты что там осталось? Ты не хочешь со мной прогуляться? Так, где у нас кишка? Может, эта кишка ее испугается? Но ее со мной нет. Значит, бабу надо как-то что-то с ней делать. Внизу там. Где я? Толка исчезла. Он не может это здесь использовать. Так, да. Вот тут, вот он. Может, не надо поговорить хотя бы.
о том, о сём. Она мне кое-что обещала. Почему ты не можешь здесь использовать? Ладно. Ладно, будем на этом серию заканчивать. Продолжим в следующей. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.